Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 января. Давайте узнаем, что случится, что произойдет в последнюю декаду января, с чем это будет связано или с кем. Какие знаки судьбы нам приготовили карты. Конечно, останемся реалистами, но вы люди интуитивные, я искренне надеюсь, что мы с вами проведем как и приятное время, так и вы, глядя на метафору карт, а у нас 78 дверей, колода. Сумеете продумать какой-то вопрос, который вас сейчас беспокоит. Так вот, принципиальный вопрос: закрытой двери или открытой? Вот смотрите, явно дверь закрыта, вы можете так думать. И вы в какой-то истории можете, она явно длится очень долго, когда вам хочется одним махом, ну, уже закончить что-то или разобраться с какой-то темой. Тут ведь, понимаете, от ваших где-то действий правильных зависит. Явно вам хочется подвести как демаркационную линию над прошлым и к чему-то не возвращаться. Но вот одна незадача. С одной стороны, не надо принимать какие-то решения в попыхах, в спешке. Это железно. Потому что вот посмотрите, человек, который буквально бьется в стеклянную дверь, и мы можем так, если порассуждать, предположить, что, может быть, он шел по какому-то долгому коридору, и все двери открывались именно от того, когда, ну, как от себя, да, их было достаточно толкнуть. Но вот последняя дверь, которая буквально на выходе, она открывается иначе. Ее не нужно толкать, ее нужно просто потянуть на себя. И вот мы как будто чувствуем себя заблокированными, и, ну, вот как этот человек стучится в дверь, но все проходят мимо, никто не придет на помощь. Понимаете, есть какая-то задача, которая, по сути дела, даже не задача, а которую вам нужно решить. Но тянется она, или думаете вы об этом, очень давно. И у кого-то это может быть связано, или связано это с другим. Может быть, тут даже две каких-то темы, которые соединяются воедино. Вполне вероятно. К примеру, вопросы дома и вопросы денег, вопросы вашего благополучия и работы, личной жизни и места пребывания, опять же, да. Тут вот все может быть. И тем не менее, вот какой-то вопрос вы можете решить. Вам может хотеться оказаться именно в определенном месте, быть определенным человеком, но нам говорят, тут, скорее всего, что-то придется передумать. Ну, вот как-то так. Давайте будем узнавать 3 знака судьбы. 3 карты. Итак, что же там спешит в вашу жизнь? Или в какой сфере жизни вам все-таки доведется принимать важные решения? Первый, второй знак судьбы. Что случится, что произойдет? С чем будут связаны эти события? Может быть, это как ключевое какое-то событие или ваше решение. Главная тема этой декады. Неожиданности — следующая карта. Что вы не видите, где-то не ожидаете. В чем ваша фортуна, в чем вам повезет или что вам будет помогать. И по основным сферам жизни: любовь, личная жизнь, в целом взаимоотношения. Что ждет рыб и рыбок с 20 и по 30, 31 точнее января. Сфера финансов: что вас ждет до конца месяца, мои дорогие рыбы. И сфера ваших достижений. Ну, где-то работа, учеба, важные документы, встречи, согласования, ну или ваши планы. Давайте узнаем первый знак судьбы. Вот на кону Солнце. Вы теперь как будто выбираете направление. И то, с чем вы сейчас определитесь. Вы себе задаете траекторию минимум на 6-8 месяцев. Ясность какая-то у вас наступит, мои дорогие, потому что Солнце — это ясность. Может быть, ясность от принятия вашего решения. Может быть, для кого-то это и согласование, или попутно какие-то консультации. Все же мы все разные, да? Когда вы хотите в какой-то теме вот эту ясность, чтобы наступила, тогда у вас есть все предпосылки такие это получить. Но или решить, конечно, какой-то вопрос. Иногда это карта эго, и здесь нужно быть аккуратным, потому что то, как мы видим, а у нас первая карта, которые перевернулись, мы не можем проигнорировать это, правда? У нас первая карта была именно та стеклянная дверь. И я говорила, мы почему-то уверены, как вот тот человек, что эта дверь вот таким образом только открывается. Так вот, это по части эго, она может нам помешать, потому что вот мы представляем именно так.
и думаем, что мы в чем-то правы. А тут, скорее всего, может быть истина где-то рядом, вам нужно что-то передумать, себе точно не навредить. Давайте второй знак судьбы. Может быть, у кого-то такое решение, да, по пятерке кубков, мы когда смотрим на эту карту, и хочется крикнуть этой девушке: «Да что ты там ждешь? Давай ты прыгай быстрее, тут уже огонь подбирается ко второму этажу». Не прыгала, страшно. Вот и нам, может быть, тоже в какой-то теме страшно. Вроде бы и хочется, а хочется именно так, как мы себе представляем. А как-то по-другому это, как, знаете, шаг в неизвестность. Но как будто нам говорят, что нет, тут, как эта девушка кричит в надежде, что кто-то придет на помощь. Я тут вижу, что в той концепции или в том контексте, как вы это представляете, вопрос все-таки не может быть решен. Вам придется несколько видоизменить свои планы или, ну, на что-то решиться. С одной стороны, у вас доброе время, все же это правда. Именно и определиться, и разобраться. Здесь вам буквально колесо фортуны, фортуна вам помогает. То есть удача сейчас на вашей стороне, мои дорогие. Но мы говорим, кризис – это возможности. Вот, может быть, какая-то ситуация подошла к кульминации, когда вот вы уже сами не хотите, чтобы оно продолжалось в таком ключе или контексте. Но и к этому еще и внешние создаются предпосылки, когда либо кто-то не хочет, или когда нет возможности. И вот когда соединяются такие два важных компонента, вот мы и должны либо решить, либо решиться на что-то. Два старших аркана. Тут у каждого своя какая-то тема. У кого-то вопросы работы, а у кого-то вопросы жилья, может быть, или личной жизни, а у кого-то все вместе. Давайте откроем третий знак судьбы. Да, старший аркан снова нам повешенный о какой-то зависшей ситуации, и нам карта говорит, пора всплывать. С одной стороны, если мы берем классические колоды Таро, карта повешенная, это человек сам себя перевернул вверх ногами, чтобы увидеть какую-то проблему с другой стороны, с другого ракурса. Но именно мы о колоде 78 дверей, так вот человек-то перевернул, но человек показывает фокусы. И все-таки карта предполагает, тебе может воздуха не хватить. И тут и правда нам говорят о том, что какая-то затянувшаяся история, она достигает своего пика. С чем это связано? Идти вперед придется, однозначно какой-то выбор вам придется делать. Мы ищем выход, и мы его находим. Нет закрытых дверей, врата как будто открытые. Но это вот, как, знаете, перешагнуть этот порог. Первый шаг в неизвестность. Может быть страшно, может быть непонятно, может быть не чувствуете стабильностью. Нам вообще говорят, если ты на что-то решаешься, будь готов и к неожиданностям тоже. Тут может быть и неожиданная информация, неожиданные какие-то люди, неожиданные события. Причем они будут связаны, ну, именно с внешними какими-то ситуациями. Не вы это инициировали, но взаимодействовать вам с этим придется. Что такое пятерка кубков? С чем это связано? Тут должно быть все по закону. Может быть, какие-то правильные документы оформить. Вам предстоит разобраться перед тем, как на что-то решиться, мои дорогие. Знать, как в отношении вас работает закон. Как будто себя нужно подстраховать, это однозначно. И договариваться, скорее всего, придется. Здесь себе нельзя навредить. Вот навредить ни в коем случае нельзя. Потому что вы можете не видеть, что тут что-то еще будет меняться. Может быть, меняться вот именно. Это будет связано, может быть, с ситуацией, к примеру, у кого-то на работе. У кого-то, может быть, по учебе это связано. Пусть это даже в взаимоотношениях, но, может быть, какие-то внешние силы, третьи лица, которые так или иначе будут каким-то образом оказывать влияние. И поэтому вот вам, вы интуитивные люди, просчитайте, вот какие-то такие очень аккуратные шаги вам нужно сделать. И я бы все-таки сказала, какой-то запасной аэродром или подушку безопасности перед каким-то прыжком вам нужно иметь. Потому что эго зовет в бой, как будто, да? Или как подталкивает спину, ну давай решайся. Вы где-то можете так быть на эмоциональном даже подъеме. Вот сейчас или никогда. Вот кто-то может думать так. И в принципе нам тоже говорят, что да, какая-то ситуация должна быть решена. Но, наверное, мои дорогие рыбы и рыбки,
не совсем тем планом, который вы думаете. План придется пересмотреть. Ладно, хорошо, давайте узнаем, так с чем же это связано, такая история, или с кем? Опять много эмоций, карта искаженного восприятия, мои дорогие. Какая-то нам тема уже снова повторяет в очередной раз, словно вы голову сломали. Есть о чем-то сожаление. И вот посмотрите, тем не менее, драйв какой-то будет, какое-то решение вы примете. Это, вы знаете, очень добрая карта, карта удачи. Но, опять же, вот выбор мы... Весь наш расклад, по-моему, с первой карты говорим об этом. Туда или сюда, куда же мы идем? Выбор делать это вам предстоит самим. Здесь, конечно, фортуна помогает. Здесь и как, может быть, проясняется какой-то вопрос или дополняется какой-то вопрос. Но, тем не менее, вот как-то нужно это сделать элегантно. Или в согласии буквально с буквой закона. Ваше решение. Или, вот как я говорила, запасной аэродром или подушка безопасности. Нельзя вот так вот, знаете, как наотмашь. Или на каком-то одном порыве, на одном рывке или на одном импульсе. Нет. Аналитика какая-то, она все-таки предусмотрена. Неожиданности. Шестерка кубков. Тут у нас история личной жизни. В неожиданностях помощь какого-то человека может прийти. Того, на кого вы не рассчитывали. Может быть и так. Но тут продолжение может быть и истории какой-то. Причем совершенно случайно, может быть, о себе напомнит тот человек, которого вы прежде знали. Но явно эта история будет связана с теми людьми, кто вам знаком. И я так вижу, может быть, от них и неожиданности. Все же у нас тут подарок, поэтому я больше вижу со всеми картами какую-то помощь. Так в чем же ваша фортуна? Вот правильно, рационально какую-то зависшую историю решить. Посмотрите, два старших аркана повторяются. Стало быть, это как карма, мои дорогие. И не решить какую-то ситуацию зависшую, может быть, она тянется годами. Пока мы с чем-то не определимся, это все равно, что наступить на горло собственной песни. И фортуна все-таки вам помогает, удача именно, как сама судьба, у вас еще колесо фортуны, именно и разобраться с тем, что вам мешает жить, вот уже буквально так, с чем это связано. Паш кубков, тут какие-то добрые вести, понимаете, тут как вдохновение, да, как хорошее настроение, как какие-то предпосылки добрые. Именно, выйти вот из этой зависшей ситуации. Может быть, благодаря тому, что вы как-то правильно с кем-то договоритесь. Посмотрите. А вообще, может быть, благодаря любви. Может быть, личная история в жизни, личной, именно у вас что-то меняется, и это для вас такой своеобразный добрый триггер, который вас побуждает вот оставить прошлое в прошлом и где-то уже не вспоминать. Быть счастливым, быть любимым, мои дорогие, или любимой, мои дорогие девочки. Ну, давайте посмотрим, что же там по личной жизни. Знаете, тут будут какие-то третьи лица, какие-то советчики, искаженная информация. Всегда пятерка жезлов, я говорю, информационный хаос. Говорят одно, делают другое. Или обещают, потом не выполняют. Или когда, в принципе, сумбур какой-то идет информационный. Может быть, это и вы пытаетесь как раз разобраться в какой-то теме, что это означает. А тем не менее, что это означает? Победа ваша, мои дорогие. Правда, я даже не достаю больше карт. Тут вы все то, что я сказала, очень последовательно лег наш расклад. По жрице, и это финансовая сфера, старший аркан. Знаете, может быть, это вы думаете сначала решить финансовый вопрос, а потом вот как раз вот эту зависшую ситуацию. Может быть, это как-то взаимосвязано. А тем не менее, предоставьте, может быть, судьбе вас провести той дорогой, которая для вас наиболее правильна. Может быть, и так. Не всегда нам нужно что-то удерживать. Не всегда нам нужно стараться быть всем удобными. Может быть и так, может быть это ваша помощь. Но вы, видимо, вот в эту декаду встаете перед выбором, когда вам нужно с чем-то определиться. Ведь это карта независимости. Независимости в том числе где-то и финансовой. Может быть, это у кого-то решается вопрос по работе. Но в то же время не должно нас удерживать то, что нам еще как-то кажется, может быть, зыбко непонятно. Просчитать нужно. Законом себе как бы, ну, или с какой-то траекторией финансовой просчитать тут необходимо. Но в то же время тут ведь на кону, понимаете, как счастье, солнце. Может быть, не пытаться одним махом решить все вопросы, но и для тех, кто, к примеру, ищет работу. Смотрите, опять повторяется дважды у нас карта правосудия
И здесь нужно что-то принимать как решение, пусть это финансовое, не соглашаться, все-таки это финансы. Вам примите к сведению, те, кто меняет работу, ищет работу, или вы на что-то соглашаетесь, мои дорогие. Вот пусть у вас в памяти где-то зафиксируются вот эти две карты. Прежде чем вы будете соглашаться, видимо, они имеют отношение именно к финансовой сфере, второй знак судьбы. Потому что, да, вроде как оставить как прежде вы что-то не можете, вам нужно что-то менять. Но пусть эта перемена будет доброй. И я говорила, подушка безопасности. Здесь, знаете, не поддаться на чьи-то, может быть, уговоры или обещания расплывчатые, размытые, когда это завтра будет лучше, а завтра непонятно, что тут будет. Где-то мы это уже предусмотрели. Поэтому, знаете, соглашаться тоже, знаете, как на, может быть, у кого-то приработок, да, но когда что-то прописано на бумаге, когда вас бережет закон, вот хочется сказать так, и противодействие закона или в какой-то такой, ну, согласиться на такой вариант, который предусматривает, что вот какое-то дело или вашу работу, к примеру, когда вы окажетесь под ударом и на вас буквально навесят много ответственности. Вот такую работу вам не надо, это точно. Или когда вам что-то пообещают, а потом как трава не расти, да, вот как будто человек, ведь верховная жрица будет говорить о том, что врать могут, давайте прямо так честно. Или могут люди что-то скрывать, и вот вам тут наоборот себя нужно где-то защищать. Давайте достанем еще одну карту, как совет. Паш Пентаклей. Что-то нужно изучить, пажи, ученики прилежные. И именно Пентакли. Это может быть новое дело, за которое даже вы беретесь, или когда вы находите нужную информацию. Может быть и так. Еще карта совет. Не замечтаться снова нам говорят. И в то же время не прокрастинировать. Прокрастинация, иными словами, какое-то ожидание. Вот тут, правда, и по части финансов вам тут тоже придется, может быть, взяться за какое-то дело более основательно. Если это дело именно каким-то образом, ну, предусмотрено законом, или, может быть, вам для этого придется оформить какие-то документы. Ну, вот есть тут финансы, которые увязаны именно с тем, как это предусмотрено нашей системой иерархии, может быть, и так. Или какими-то системными актами, или документами, опять же, да. Вот себе не навредить от начала до конца. Ваши достижения. Но ваши достижения, наверное, да, если мы смотрим работа, пятерка мечей, это, знаете, такая своеобразная заноза, первого победа, когда, видимо, вот что-то как зыбка на грани. С одной стороны, мы хотим как-то поступить по-своему, все же аркан Солнца, но есть и какая-то тема, в которой вам все-таки придется договариваться. Потому что если настаивать на своем или на своем видении по пятерке мечей, это конфликта карта. И расходится каждый в свою сторону. И, скорее всего, когда эта карта выпадает, тут действительно как карма у нас получается. Потому что судьба сведет заново, если какой-то вопрос не будет решен более основательно или более фундаментально. Вот две карты правосудия. То тогда эта тема, она не исчезнет. Она все равно вам о себе будет напоминать снова и снова. У вас прекрасное время с 20 по 30 провести действительно какую-то демаркационную линию над прошлым, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за ваши добрые, искренние комментарии, за то, что вы смотрите мое видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации и в описании под видео прочитайте, правда, у меня есть разные статьи, разные гороскопы на 2026 год. Я думаю, подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.